Каждый год к Рождеству и Новому году я обновляю праздничный декор для дома. В этом видео делаю традиционный рождественский веночек. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Lily DIY Art Stories. Я нарисовала и вырезала шаблон основания. Точнее, это его 4-я часть. Перевожу шаблон на гофрокартон. У меня не было большого листа, поэтому вырезаю частями. Всего 8 заготовок, одна из них получилась цельной из 2 частей. Теперь склеиваю 4 части в кольцо и в 2 слоя. При этом стыки каждого слоя смещаю относительно друг друга. Диаметр кольца получается 42 см, а толщина 6,5 см. Из синтепона вырезала полосу шириной около 8 см. Эту полоску наклеиваю на кольцо. Из хлопчатобумажной ткани также нарезала несколько полосок шириной примерно по 5-6 см. Этими полосками оборачиваю кольцо, закрепляя в некоторых местах термоклеем. Вот так получилось. Кольцо буду оклеивать кусочками сосновой коры. Это грунт для орхидей, и покупала его в цветочном отделе в одном из наших торговых центров. Фракции коры достаточно крупные, поэтому процесс оклеивания прошел довольно быстро. Несколько кусочков коры я разламываю, чтобы такими маленькими кусочками заклеить видимые промежутки. Также заклеила и внутреннюю сторону кольца. В верхней части этого не делаю, так как там будут располагаться веточки и видно не будет. На обратной стороне закрепляю веревочку-подвес, наклеив ее под 2 тканевых кружка. Здесь хорошо промажьте клеем, чтобы все держалось надежно. Основа готова, и теперь приступаю к основному декору. Я взяла разные искусственные веточки. Такого рода ветки разбираю на отдельные веточки. А такие хвойные ветки я уже использовала в своих работах, как и эти веточки в виде больших шаров колючек.
А такую ветку с ягодками из магазина Fix Price тоже разбираю на отдельные веточки соцветия. Эти две большие белые ветки с блестками я выбрала, чтобы поддержать цветом белые ягодки и вот такую фигурку крылья, которая будет в центре веночка. Эти крылышки я покупала в одном из наших торговых центров, поэтому ссылки, к сожалению, не будет. А чтобы поддержать коричневый, бурый цвет коры, добавлю пару шишек и вот такие елочные игрушки в виде желудей и шишек. Все возможные ссылки, где что покупала, оставлю в описании к этому видео. Сначала нахожу местоположение белым веткам и укорачиваю их примерно наполовину. Все элементы приклеиваю на горячий клей. Теперь распределяю, а затем приклеиваю еловые веточки. Промежутки заполняю веточками зелени, которые немного похожи на туи. В центр добавляю шишки-колючки, а также 2 натуральные шишки. Теперь распределяю гроздья белых ягод. В итоге формируется вертикально-симметричная композиция. К фигурке я добавлю бусину-жемчужину, ее диаметр 16 мм. Подвес, который уже был, я удлиняю и закрепляю подвеску, приклеив ее веревочку на основание веночка. Как бы многие не относились к таким веночкам, но мне они очень нравятся. Это символ бесконечности и круговорота жизни. Моя Беларусь – страна многоконфессиональная, и многие белорусы в декабре украшают свои дома традиционными рождественскими декорациями. Пусть у каждого будет свой дом, полный любви, счастья и, конечно же, мира. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.